За ярким криминальным миром городов серии игр Grand Theft Auto скрывается большое количество загадок и пасхалок. Каждая новая игра компании обрастает все большим количеством легенд, благодаря своему большому проработанному миру. Сегодня речь пойдет об одном из самых популярных и спорных второстепенных персонажей GTA – Омеге. О том, куда делся Омега после задания «Последний рубеж», говорят многие. Как только Франклин отдал ему последнюю найденную деталь космического корабля, Омега исчез со словами «Увидимся на другой стороне». Кстати, инопланетный артефакт, как и другие обломки НЛО, он оставил в гараже. Что странно, учитывая то, что для путешествия в протогалактику и контакта с инопланетянами Омеге были нужны именно они, но в итоге их отсутствие не помешало осуществлению его плана. Однако Омега действительно имел дело с НЛО в рамках игры. Об этом нам свидетельствуют артефакты, которые мы собираем для Омеги. Они имеют необычные физические свойства и явно неземного происхождения. Про Омегу известно очень немного, так как в игре о нем крайне мало информации. Мы можем лишь предположить, что его возраст больше 30 лет. Однако нам уже точно известно, что Омега принадлежит к сообществу хиппи, которым в игре уделено немало внимания. Он увлекается теориями заговоров и верит в существование внеземных форм разума. И даже имел с ними контакт. Омега также обладает достаточными знаниями для использования инопланетных технологий. И о том, откуда эти знания, приходится только догадываться. В целом мы имеем дело со стереотипным фанатиком, верящим в НЛО, который уже выполнил свою функцию в игре. Однако многие уверены, что Омегу можно встретить в третий раз, выполнив определенный квест. Основным же аргументом тут является то, что после прохождения задания Омеги его нельзя повторить. А что самое главное, после его прохождения не появляется надпись «Выполнено», которую можно видеть после каждой миссии в игре. На самом деле в игре есть как минимум еще одно задание, после которого не появляется такой надписи. В задании «Охота за головами от мод» такой надписи тоже нельзя увидеть после последней кат-сцены. Там лишь появляется промежуточное уведомление о сохранении после поимки каждого преступника. Но в задании с Омегой есть сходные уведомления. Также многие задания от чудаков и незнакомцев в игре нельзя перепройти. Изучение файловой системы также не дало результатов, вопреки множеству фейковых заявлений пользователей. По ключевым словам, использованным в именах файлов, принадлежащих Омеге, не были найдены ни анимации, ни аудиодорожки, не использованные в игре. Омега служит роль персонажа, через которого разработчики показывают одну из сторон американского общества. Он является человеком, верящим в необъяснимое, которое определенно существует, но даже получая возможность контакта с ним, он не особо-то ценит это и просто оставляет детали НЛО в гараже. Ну и конечно, с помощью Омеги мы получаем эксклюзивный транспорт в игре Space Docker, который, кстати, является обычным багги, обвешанным гирляндами и обитым досками, и на котором установлен вполне земной двигатель внутреннего сгорания с характерными масляными фильтрами, выхлопными трубами и бензином. Кстати, красные надписи на его борту не относятся ни к одному популярному языку мира. Да, можно сказать, что Омега остался в штате, его можно найти, но за 4 года слишком мало доказательств существования такой пасхалки в игре.